У меня сегодня очень вкусный и полезный десерт. На основе вишни, у меня вот замороженная вишня, моя домашняя, мед. И второй слой у меня будет творог и сметана. И, естественно, мне нужен будет желатин. По 10 грамм. 10 грамм на ягоду и 10 грамм на творог со сметаной. Сметаны у меня, в общем, пропорция 1 к 2. Творога 100 грамм, сметаны 200 грамм. А вишни у меня 300 грамм. И меда я буду использовать, ну, по вкусу, чтобы не очень сильно сладкое было, по 2 столовые ложки. В первую очередь замачиваю желатин. Специально это делаю отдельно, чтобы знать, где у меня 10 грамм, где 10 грамм. Использую теплую кипяченую воду. Так. И так. Оставляю желатин растворяться, а сама занимаюсь ягодой. Вишню пропустила через блендер и теперь протираю через ситечко, чтобы не было мякоти, не осталось. Творог и сметану я пропустила через блендер и сразу же добавила желатин. Она у меня уже готова для того, чтобы разливать по формам. А вишневый сок вот протертый, добавляю желатин. И в сметану добавляю мед, ложку. И вишню добавляю побольше меда. Наверное, 2 ложки. Все это перемешать мне надо. Но с вишней можно подождать. Сметану разливаю в первую очередь по формам, чтобы отправить ее в холодильник, чтобы она застыла, первый слой. Первый слой у меня будет сметана. У меня вот будет 2 видов формочки. Такие и обычные бокалы. Начинаю разливать первый слой. И так все остальное. И вот в таком виде отправляю в холодильник, чтобы все это застыло. Первый слой. У меня прошел час. Верхний слой застыл. И теперь я разливаю второй слой вишневый. У меня готов второй слой вишневый. Отправляю в холодильник на час. Второй слой мой верхний застыл, прошел час уже. И теперь мне нужно украсить мой десерт. Но у меня будет лимон. Я на терочке десерт готов. Смотрите, какая красота получилась. И полезная вкуснятина. Попробуйте приготовить такой десерт. Шикарный итальянский десерт тирамису можно приготовить очень-очень просто. Для этого я использую вот такой сливочный сыр рикотта. Это те же самые сливки, только 40%. Они такие плотные. Видите? 250 граммов сыра рикотта. Можно использовать, конечно же, традиционные маскарпоне. Но это дороже раза в 3. И сгущенное молоко. На это количество 100 граммов. После перемешивания остались небольшие крупинки. Можно воспользоваться ситом, протереть через сито. Я пробью блендером. Смотрите, блендером пробилось все. Нет никаких крупинок, получилась однородная масса. И вместо печенья савойярди у меня печенье сдобное, обычное сдобное печенье. Любое можно брать, какое вы любите.
И па-па-па, конечно же, кофе еще нужен. Можно обычный растворимый кофе заварить. Я сделала вот кружечку 200 миллилитров зернового кофе. Вот эту тарелочку сюда выливаю кофе. Половина палочек я оставила целенькие. Половина вот так порезала на половинки. Руки у меня чистые. Обмакивать в кофе и выкладывать на дно стакана. Половиночки все разложила. Теперь длинненькие. Прямо вот так ставлю. Можно сделать шприцом кондитерским. Я делаю просто ложкой. Посмотрите, какие красотульки получились. Остается только украсить, посыпать какао. Влажной салфеткой прохожусь по краям. Я люблю, когда много какао. Вот такой быстрый тирамису у меня получился. Самое приятное, попробую. Слов нет, как вкусно. Иногда можно себя побаловать таким замечательным десертом. Тем более, что он очень просто делается. Просто за 5 минут все смешал, положил и готово. Хорошо бы ему, конечно, дать постоять в холодильнике еще. Но можно и сразу даже есть. Приятного аппетита!